Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка ароматов с нотой сладкой ваты. Такая жизнерадостная, такая девичья нота, и подборка у нас сегодня будет очень разнообразная. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя мои промокоды. Промокод 10MALE дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву. Также используйте мой промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Арома Бутик. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу сегодняшнюю подборку аромат с самым ярким звучанием сладкой ваты, как мне кажется, это Aqualina Pink Sugar. Аромат не новый, это итальянский бренд, парфюм 2004 года, но вы знаете, он актуальности никогда не потеряет, как мне кажется. Аромат немножечко с вайбом 2000-х, действительно, аромат в стилистике Барби. Для меня это аромат радости и счастья, аромат хорошего настроения, аромат беззаботности, аромат нескончаемого праздника. Как это красиво! Эта композиция действительно очень сладкая, но при этом в ней есть и какая-то нежность и мягкость, как раз за счет ноты сладкой ваты. Здесь очень много ягодной сладости, здесь у нас и малина, и клубника. Я здесь вообще ощущаю ноту клюквы с присущей ей кислинкой. Для меня вообще это аромат клюквы в сахарной пудре. И плюс, конечно же, здесь очень много пушистой сладкой ваты, здесь много ванили, здесь много сладости бобов тонко, здесь много карамельности. Я здесь достаточно ярко также ощущаю ноту лакричника. Аромат многогранный и не звучит плоско, несмотря на то, что он действительно очень сладкий, и это такая прямолинейная понятная гурманика. То есть да, здесь у нас и сладкая вата, и карамель, множество десертов, множество ягод, и какие-то мармеладные оттенки здесь присутствуют. Он приятный, он радует вот этим вот вайбом беззаботности. Для меня здесь прекрасный баланс ягодной сладости и кислинки, вот этой ванильной пудровости, вот этой пушистости этих клубов сахарной ваты. Как же это приятно, как же это нежно. И к тому же это очень бюджетный аромат. Я его покупала на Арома Бутике, и стоил он менее 1500 рублей. Это флакон 50 мл у меня. В общем, обязательно присмотритесь. Это очень жизнерадостная, сочная и в то же время пудровая композиция. Следующий аромат – это Délice от Stéphanie de Bruges. Это уже более деликатная, утонченная гурманика. Такая интеллектуальная гурманика, я бы сказала. Очень много здесь пудровости, здесь очень красивая ваниль. Здесь у нас тарелка с десертами, здесь у нас и сахарная вата, и сухофрукты. Ощущаю здесь запах кураги в ванильной пудре. Здесь очень ярко слышу я вот этот абрикосовый нюанс, и при этом воздушность сахарной ваты здесь тоже считывается. И все это на теплой подложке из сандала. Очень мягкий, очень уютный сандал. Приятный мускус, деревяшки и такая утонченная нежная сладость десертов. Это очень уютная, нежная, сбалансированная гурманика, не кричащая. Аромат сидит близко к коже, но стойкость у него очень даже неплохая. Это аромат скорее для себя. Он уютный, он теплый, он комфортный. Он мягкий и пушистый, в нем нет излишней приторности ни в коем случае. И мне очень нравится вот эта богатая древесная подложка. Кстати, у этого бренда всегда в ароматах очень красивый сандал. Да, это гурманика для эстетов. Сахарная вата с припудренной курагой. Ну, это роскошно. Следующий аромат – это Pacific Park от Simone Andreoli. Для меня это аромат праздник. Это очень сочная композиция. Стартует он для меня какой-то сладкой газировкой. Напоминает очень дюшес. И здесь, кстати, есть нота груши. Вот грушу я здесь ощущаю. Такая пузырьковая дюшесная груша. Много ванили, много карамели, жженый сахар здесь ощущаю. Также здесь есть легкий тропический вайб. Это такой мультифруктовый газированный напиток, в который добавили карамельного сиропа. И этот напиток мы закусываем с сахарной ватой. По мере раскрытия здесь появляется вот эта вот пушистая розовая сладкая вата. Звучание сладкой ваты нам дают по большей части ягоды здесь, как мне кажется. Засахаренная малина, черная смородина. То есть, опять же, это не моноаромат сладкой ваты. Здесь у нас и дюшес, здесь, возможно, какие-то еще десерты. И сладкая вата идет в дополнение к ним. Аромат с жизнерадостным итальянским характером, аромат хорошего настроения, аромат праздника, аромат дольче виты. Знаете, мне кажется, он передает атмосферу парка аттракционов где-то на юге Италии. Крутятся эти карусели, продается сладкая вата, сахарные газировки.
тропические коктейли. Кстати, здесь еще зеленое яблоко очень красивое. Ну да, это такой мультифруктовый взрыв с тропическими нотками, с красивыми сладкими ягодами, с пушистой сладкой ватой. Здесь есть и искристость, и сочность, и мягкость, и нежность. В общем, очень красивая жизнерадостная композиция. Обязательно познакомьтесь. Настроение прогулки по парку аттракционов на юге Италии. Следующий аромат – это Boardwalk Delight от Skylar. Это бренд из США, аромат 2022 года выпуска. Я так понимаю, что этот бренд выпускает натуральную парфюмерию, у них хорошие составы, и у них очень много гурманики. Этот аромат очень необычный. Стартует он для меня клубничным йогуртом. Да, это сладкие ягоды в сливках, это малина и клубника в сливках, это сливочный ягодный йогурт, возможно, ягодный мусс. Очень много лактонности, она здесь такая нежная, такая насыщенная. И аромат в целом очень нежный и округлый. Очень все здесь мягко и воздушно. И вот это ощущение воздушности по мере раскрытия набирает обороты. И действительно для меня он пахнет сахарной ватой. Это облака сахарной ваты под голубым небом. Это опять же беззаботность. Это радость, это счастье, это хорошее настроение. Это отдых. Очень расслабляющий аромат. Очень нежный, очень мягкий, очень комфортный, не кричащий. При этом здесь есть какой-то аспект чистоты. Здесь есть ощущение свежего влажного воздуха. То ли воздух после дождя, то ли воздух утреннего сада, где сушится свежепостиранное белье, вот этот влажный воздух. Определенно здесь есть какой-то аспект чистоты, возможно, легкая косметичность. И очень красивая лактонность, которую, скорее всего, нам дает нота кокосового молока. Вот здесь очень красивый кокос, именно лактонный, и эта молочность прекрасно сочетается с ягодными оттенками. И вот этот вот запах сахарной ваты здесь прекрасно передан, вот эта вот воздушность, вот эта текстурность. В аромате есть акватические ноты, которые, возможно, и дают вот это ощущение свежести, влажности в воздухе. Очень дышащий аромат, в нем много воздуха, в нем есть и свежесть, в нем есть и сладость, в нем есть вот эта вот мягкость, в нем есть вот эта вот воздушная ваниль. Очень мягкий, очень комфортный и округлый, и дает он ощущение тоже какой-то беззаботности, ощущение релакса. Уносит в какие-то детские воспоминания. Для меня это, пожалуй, один из самых удачных ароматов на тему сахарной ваты. Присмотритесь к этому бренду, очень достойный бренд. Много пробников этого бренда есть сейчас на аромабутике. Рекомендую к знакомству однозначно. Следующий аромат с нотой сахарной ваты – это Табит от Тициано Теренци. Посмотрите, как красиво оформлен фирменный пробник. Это очень насыщенная композиция. И стартует она ярким персиком. Достаточно яркий мускус, но здесь нет такого напора, как в Кирке. Здесь все умеренно, на мой взгляд. Здесь есть нота кокоса, но кокос здесь не лактонный. Для меня это мякоть кокоса, даже скорее кокосовая стружка. Очень красивая фруктовая сладость в первую очередь. И для меня это такой шипучий пузырьковый лимонад. Лимонад из фруктов и ягод, в который добавили кокосовой мякоти или кокосовой стружки. Он прям искрится, он праздничный тоже по настроению, он очень радостный. Я такой аромат советую носить на мероприятия, на выход в свет. Буквально ощущается шепот этих пузырьков в бокале. То есть это какой-то действительно фруктовый лимонад или детское шампанское. Какой-то фуршет. И на этом фуршете, помимо вот этих сладких газировок, сладких напитков, вам предлагают сахарную вату. Сахарная вата здесь раскрывается ближе к базе. Да, здесь есть тоже вот эта вот пушистость, но как будто бы эта пушистость немного колючая, ну, за счет вот этого мускуса. Это микс абстрактных ягод, персика со шкуркой, кокосовой стружки. Кислинка цитрусов здесь тоже есть и воздушность сладкой ваты.
Здесь очень много сочности и искристости, очень праздничный аромат по настроению, очень жизнерадостный, но здесь нужно быть, конечно же, осторожными с дозировкой. Этот аромат хоть и сравнивают с Кирки, но это его гораздо более мягкая, более носибельная, более легкая версия, но стойкость и шлейф здесь тоже превосходные. Если вы ищете красивую, гурманскую, фруктово-мускусную композицию, но тот же Кирки, например, для вас это слишком, присмотритесь к этому парфюму. Это женственно, это ярко, это празднично, это торжественно. Сладкая вата в окружении фруктов, лимонадов, каких-то сочных фруктовых напитков. Ну, мне очень он понравился, честно вам скажу. Это претендент на флакон, хочу его побольше разносить, но в целом я очень им довольна. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат La Petite Robe Noire Eau de Parfum Intense от Guerlain. Это фланкер черного платья, фланкер 2022 года. Здесь вы не найдете привычный для маленького черного платья вишни и миндаля, но здесь очень красивая нота черники. Для меня вообще это аромат варенья из лесных ягод. Варенье из черники, ежевики, малины. И это варенье, которым полили сахарную вату. Этот аромат ни в коем случае не уходит в компотность. Здесь именно тягучее, насыщенное ягодное варенье. Здесь красивая пудровая ваниль, и также здесь присутствует нежное цветочное обрамление. Здесь у нас и роза, и белые цветы, и красивые пачули. Но все-таки главенствуют для меня здесь ноты засахаренных ягод и сахарной ваты. Как же это красиво! Очень глубокий, очень насыщенный аромат. Для меня действительно это сахарная вата, политая ягодным вареньем. Это очень женственно, это очень сладко, аромат густой, насыщенный, и он будет собирать комплименты однозначно. Здесь нота сахарной ваты, безусловно, придает воздушности, делает аромат таким парящим, но вот эти вот засахаренные лесные ягоды, вот эта вот густота ягодного варенья, безусловно, делает аромат особенно глубоким, особенно таким заметным. Здесь очень красиво передана нота черники, и в целом этот аромат для меня является абсолютно самостоятельной композицией, не напоминает мне классическую версию, он сам по себе очень хорош, он звучит дорого, дороже своей стоимости, как мне кажется. В целом я всю эту линейку очень люблю, обожаю все фланкеры черного платья, и классическое тоже. Очень мне нравится эстетика флаконов, все ароматы очень женственные, все ароматы очень приятные и комплиментарные. Присмотритесь к этой версии, если ищете красивое сочетание засахаренных ягод и сахарной ваты. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы с нотой сахарной ваты, а также что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной, с вами была Даша, всем пока.